Сегодня этих актеров знает весь мир. Миллионы поклонников, роскошная жизнь и главные роли в самых популярных турецких сериалах. Но сможете ли вы узнать их по этим архивным фотографиям? Некоторые изменились настолько, что их невозможно узнать. Сегодня мы покажем, какими были звезды Турдизи задолго до мировой славы. Неслихан Атагюль. Сегодня Неслихан Атагюль – одна из самых ярких, пронзительных и эмоциональных актрис Турции, за драматической игрой которой следил весь мир в сериале «Черная любовь». Однако ее путь на экраны начался еще в самом детстве. Свои первые роли в кино и рекламе Неслихан получила, когда ей было всего 13 лет. На редких архивных кадрах фильма «Первая любовь» 2006 года перед нами предстает совсем маленькая, трогательная девочка с круглым детским лицом, наивным взглядом и простыми косичками. В этой юной малышке с трудом угадывалась будущая икона стиля и роковая драматическая героиня. С годами Неслихан прошла поразительную трансформацию. Она превратилась в невероятно утонченную, статную и элегантную женщину. Актриса полностью пересмотрела свой стиль, подчеркнула свои уникальные черты лица и обрела тот самый глубокий, магнетический взгляд, который сегодня узнают миллионы поклонников. Арас Булут Ийнемли. Сегодня Арас Булут Ийнемли считается одним из самых сильных и глубоких актеров Турции, чья харизма держит у экранов огромную аудиторию. Его путь к вершине начинался в 2010 году в культовой драме «Бесценное время». На редких архивных кадрах того периода Арас выглядит как совсем юный, почти наивный подросток. У него была взъерошенная прическа, худощавое телосложение и очень искренний, открытый взгляд. В том мальчишке с трудом проглядывался будущий суровый лидер Стамбульского района. Настоящий визуальный и актерский прорыв произошел во время съемок в сериалах «Внутри» и «Чукур». Для этих ролей Арасу пришлось кардинально измениться. Он сильно возмужал, набрал плотную физическую форму, отрастил щетину и обрел жесткий пронизывающий взгляд. Из миловидного юноши он превратился в брутального актера первого эшелона, способного сыграть абсолютно любую сложную роль. Фахрие Эвджен. Сегодня Фахрие Эвджен – одна из самых элегантных, утонченных и обсуждаемых актрис турецкого кинематографа, а за ее творчеством и личной жизнью следят миллионы фанатов. Однако в самом начале ее путь складывался абсолютно случайно. Находясь на каникулах в Стамбуле в 2005 году, 19-летняя Фахрие попала на зрительские трибуны телевизионного шоу, где ее и заметили продюсеры. На редких архивных кадрах ее первых проектов, таких как сериал «Листопад», перед нами предстает очень юная девушка с миловидным, слегка круглым лицом и простейшей повседневной укладкой. В ней трудно было разглядеть будущую роковую диву. С годами Фахрие прошла невероятный путь преображения. Она заметно похудела, кардинально сменила гардероб на шикарный премиальный стиль, научилась идеально подчеркивать черты лица и обрела невероятную статную грацию, превратившись в настоящую икону красоты. Керем Бюрсин. Сегодня Керем Бюрсин – главный любимец миллионной аудитории, подтянутый статный красавец и звезда мирового хита «Постучись в мою дверь». Однако его актерская карьера начиналась далеко за пределами Турции. До своего триумфального возвращения на родину Керем жил в США и соглашался на любые роли в малобюджетных американских проектах. На архивных кадрах фильма «Акула восьминог» 2010 года или сериала «В ожидании солнца» его просто не узнать. Тогда он выглядел как обычный американизированный тинейджер с простейшей прической, в растянутых майках и без намека на рельефную мускулатуру. Настоящий перелом произошел, когда актер решил полностью перекроить свой имидж. Керем погрузился в жесткий спортивный режим, кардинально сменил гардероб на элегантный стиль и отрастил стильную фирменную щетину. Из простого парня из соседнего двора он превратился в эталон мужской привлекательности и главного турецкого секс-символа. Ханде Эрчел. Ханде Эрчел сегодня справедливо считают одной из самых красивых, стильных и обсуждаемых актрис турецкого кинематографа. Но если открутить время назад и посмотреть на ее первые шаги в шоу-бизнесе, контраст окажется колоссальным. В 2012 году 19-летняя Ханде участвовала в конкурсе красоты в Азербайджане и получала первые эпизодические роли, например, в сериале «Королек. Птичка певчая».
На тех архивных снимках перед нами предстает милая девушка с заметными пухлыми щечками, естественной округлой формы лица и совершенно простой девичьей укладкой. Актриса проделала колоссальную работу над собой. Она сильно похудела, полностью пересмотрела свой подход к макияжу, сменила стиль одежды и подчеркнула утонченные черты лица. Сегодня Ханде – это настоящая икона стиля и лицо мировых люксовых брендов. Джан Яман. Трансформация Джана Ямана – это, пожалуй, самый шокирующий пример того, как скандинавский спорт и смене имиджа могут переписать судьбу человека. В это трудно поверить, но до того, как стать международным секс-символом, Джан работал дипломированным юристом. В своем дебютном сериале «Дела сердечные» 2014 года он играл скромного, интеллигентного парня. На старых кадрах он предстает гладко выбритым юношей в строгом костюме, очках и самой обычной короткой стрижкой. В нем не было абсолютно ничего от будущего дикого викинга. Карьерный и визуальный взрыв произошел перед съемками в комедии «Ранняя пташка». Джан буквально поселился в тренажерном зале, набрал больше 10 килограммов чистой мышечной массы, отрастил длинные густые волосы и густую бороду. Добавив к образу стильные аксессуары и татуировки, он превратился в брутального гиганта, завоевавшего сердце поклонников по всей Европе. Чагатай Улусой. Сегодня Чагатай Улусой – один из самых высокооплачиваемых и брутальных актеров Турции, который с легкостью берется за тяжелые, глубокие роли в проектах Netflix. Но его карьера начиналась с совсем другого образа. В 2010 году он победил в конкурсе «Лучшая модель Турции», а уже через год дебютировал в сериале «Я назвала ее Фериха». На тех архивных кадрах Чагатай выглядит как классический романтичный юноша. У него был идеально выбритый лик, юношеская прическа и миловидные, мягкие черты лица. В нем угадывался лишь сладкий мальчик из молодежных драм. Однако Чагатай решил кардинально уйти от этого ярлыка. С годами он сильно набрал мышечную массу, отрастил густую бороду и переключился на глубокие, суровые роли в сериалах «Защитник» и «Бесщадный». Из юного кумира подростков он превратился в невероятно харизматичного и статного мужчину. Кыванч Татлытук. Кыванча Татлытуга давно и заслуженно называют турецким Брэдом Питтом, а его имя стало синонимом невероятно мужской харизмы и актерского таланта. Но на заре своей карьеры в начале 2000-х годов, когда он только победил на конкурсе моделинга и получил главную роль в сериале «Серебро», он выглядел совсем иначе. На архивных снимках того периода перед нами предстает юный, очень худощавый блондин с длинными волосами и гладко выбритым лицом. У него был мягкий, почти детский образ, в котором еще не проглядывался будущий статный лидер. Настоящий перелом произошел с возрастом и сменившимся стилем. Кыванч начал активно работать в зале, набрал внушительную мышечную массу, отрастил стильную щетину и сменил стрижку. К моменту съемок в культовом сериале «Запретная любовь» он превратился в рокового, брутального и невероятно привлекательного мужчину. Бурак Ощевит. Первую строчку нашего топа заслуженно занимает главный символ турецких сериалов во всем мире – Бурак Ощевит. Сегодня его невозможно представить без легендарных усов, идеальной густой шевелюры и рокового взгляда. Однако на заре карьеры, в середине 2000-х годов, когда Бурак победил в конкурсе «Лучшая модель Турции» и получал первые роли, он выглядел абсолютно по-другому. На редких архивных кадрах перед нами появляется юный, гладко выбритый парень с длинной челкой и скромной улыбкой. В нем едва угадывался будущий величественный балебей. Кардинальный перелом произошел во время съемок в «Великолепном веке» и «Черной любви». Бурак полностью переработал свой имидж, отрастил свои знаменитые усы, возмужал и выработал невероятную статную харизму. Из простого симпатичного юноши он превратился в главный феномен мировой индустрии кино –